Я хочу, чтобы вы подумали о том, сколько вы денег заработали за всю свою жизнь. Сколько же? Давайте я объясню, что я имею в виду. Допустим, вам 28 лет, и за прошлый год вы заработали около 2 миллионов рублей. Ну или 20 тысяч долларов. Первые свои 100 долларов вы заработали в 16 лет. Сплюсуйте эти года, и у вас выйдет приблизительная сумма около 20 миллионов или 200 тысяч долларов, ну или больше. Зависит от того, кто смотрит это видео. Но вопрос состоит в том, сколько денег у вас сейчас в кошельке. Сколько вы сохранили на своих счетах. Если ответ на этот вопрос вас не устраивает, все довольно просто. Причина, по которой у вас не получилось сколотить состояние, заключается в том, что вы не знаете, как играть в эту игру под названием деньги. Поэтому в этом видео я расскажу вам о 10 правилах денег. Итак, самое первое и самое важное правило. Оно очень простое. Его нужно запомнить. Можете спорить и доказывать что угодно, но деньги — это игра. Самое важное в игре в деньги — это то, что с каждым разом, с вашим опытом вы начинаете играть лучше. Многие с этим не согласны и считают, что богатыми становятся умные люди. Нет. Богатыми становятся те люди, которые изучили правила этой игры. То же самое можете сделать и вы. Второе правило. Не становитесь хейтером для ваших денег. Если вы ненавидите деньги, вы никогда их не получите. Деньги не любят своих ненавистников. Если вы постоянно говорите о том, что деньги — это не важно, деньги не растут на деревьях, деньги ответят вам: да, это так, но ты нам не нравишься, ты нас не привлекаешь. Это можно сравнить со свиданием. Когда вы говорите красивой девушке о том, что я не люблю красивых девушек, которые не увлекаются философией. Они заняты только своей внешностью и своей привлекательностью. На что девушка вам ответит: чувак, я крашусь каждый день. Я занимаюсь спортом, чтобы отлично выглядеть. Ты знаешь, если я тебе не нравлюсь, ты мне не нужен. И она найдет парня, который будет говорить ей: блин, мне так нравится то, что ты ухаживаешь за собой, а также то, что ты занимаешься спортом 5 раз в неделю. Конечно, ей понравится такой парень. Поэтому нельзя ненавидеть деньги. Третье правило. Игра удвоений. Окей, что такое игра удвоений? Вся игра в деньги сводится к тому, что вы будете их удваивать. Что я имею в виду? Позвольте мне объяснить следующим образом. Если вы сейчас это смотрите и у вас есть 1000 долларов, то вы в 10 шагах удвоения от миллиона долларов. Вот и все. Вы в 5 шагах от 32 тысяч долларов. Вы в 12 шагах от 4 миллионов долларов. Понимаете, что я имею в виду? Все очень просто. Вопрос в том, как скоро вы сможете удвоить свои деньги в этой игре. Можете ли вы взять эту 1000 долларов и удвоить ее к концу года, чтобы быть в 9 шагах от миллиона долларов? Все очень просто. В этой игре вы должны удваивать. Вопрос в том, как быстро я смогу это делать. Когда речь идет о деньгах, будьте готовы идти на риск. Рискоустойчивость уменьшается с возрастом. В 65 лет вы точно не захотите рисковать, нежели чем в 22. Вы должны понимать, сможете ли вы рискнуть и поставить все на карту. Второй фактор – это время, на которое вы рассчитываете. Допустим, вы захотели поставить себе цель заработать миллион за 10 лет. Отлично, итак, 10 лет. Сколько раз за эти 10 лет вам нужно умножить, например, свои 17 тысяч долларов, чтобы получить миллион? Все очень просто. Поймите, насколько вы готовы рисковать. Поставьте для себя временные рамки. Установите бюджет и начните его удваивать. Четвертое правило – это искушение. Я приведу аналогию с женщинами, потому что это работает так же. Деньги любят, когда их соблазняют, понимаете? Деньги притягиваются к их соблазнителям. Точно так же, как женщины не любят безнадежных мужчин, деньги не любят отчаявшихся людей. Деньгам не нужны неудачники, которые так сильно в них нуждаются, чтобы похвастаться ими. Нет. Вы сами должны соблазнять деньги, чтобы они говорили вам: «О да, ты так привлекателен, ты нам нравишься». Но не дайте деньгам соблазнить вас. Вы должны соблазнять их. Это игра в соблазнение. Научившись этому, деньги начнут приходить со всех сторон. Потому что их заводят те люди, которые точно знают, что они делают. Деньги любят инвесторов, которые точно понимают, что они делают, понимаете? После свидания с парнем, который знает толк в общении с девушкой, девушка, скорее всего, захочет встретиться с ним еще раз. Так что, научившись соблазнять деньги, вы станете лучше в этой игре. Пятое правило – тайминг.
Далее мы поговорим о своевременности обращения с деньгами. Я не говорю о том, когда лучше инвестировать в Snapchat или покупать акции в Facebook. Это совсем другой разговор. Сейчас мы говорим об умении принять то или иное решение в бизнесе вовремя. Вы должны быть в центре всей картины, всех событий. Быть в курсе абсолютно всего. Знать максимально, насколько это возможно. Этому полностью вас никто не научит. Чувство своевременности приходит с опытом. Нужно выбрать правильный момент, когда вы что-то покупаете или инвестируете во что-то. Вы должны понимать, когда необходимо проявить гибкость и вариативность. Все ваши решения должны быть уместны и своевременны. Шестое правило – это скука. Деньги должны делать деньги. Опять же, если девушке станет скучно с вами, она уйдет от вас. Деньги не любят скучать. Что я имею в виду? Если деньги долго лежат на банковском счете, то они уйдут к тому, кто знает, как правильно их использовать. Поэтому вы должны быть уверены в том, что ваши деньги всегда в обороте. Они должны быть постоянно в движении и работать на вас. И приносить вам все больше и больше денег. Седьмое правило – секретный счет. У вас всегда должен быть секретный счет. И о нем никто не должен знать. Ни жена, ни брат, ни муж, ни сестра, ни папа, ни мама. Никто. Это могут быть наличные, которые спрятаны там, где их никто не найдет. Но ты же говорил, что деньги не любят скуку. Сейчас я говорю о другом. У вас должны быть деньги на случай кризиса. Я сейчас не говорю о различных чрезвычайных происшествиях. На такие случаи у вас должны быть отдельные сбережения. Я говорю именно о кризисном счете. Он может спасти ваш бизнес в трудные времена. Когда вашей компании придет большой счет, за который у вас не будет денег заплатить, а вам нужно платить зарплаты и налоги, и вы на грани того, что готовы закрыть компанию, в такие моменты вас спасет ваш кризисный счет. Он поможет вам встать на ноги и пережить трудные времена в вашей компании. Таким образом, с помощью этого счета вы сможете сохранить свой бизнес. Поэтому заведите себе счет, о котором никто не должен знать. Восьмое правило. Настрой на конец света. Послушайте популярные мировые СМИ. Всех их объединяет то, что им платят деньги за одно и то же. Они делают деньги на кризисе, морально готовя вас к нему. Люди начинают бояться. Они начинают думать, что скоро будет конец света. Когда в 2008 году случился рыночный кризис, рынок рухнул до 6 с чем-то тысяч по индексу Dow Jones. Все начали выводить свои деньги. Сегодня этот же индекс превышает отметку в 20 тысяч. Представьте, что бы было, если бы вы не стали выводить свои деньги. Люди потеряли очень много средств из-за того, что думали, что начнется конец света. И то, что начнется ядерная война, которая уничтожит весь мир. Кстати, вы реально думаете, что ваши деньги пригодятся вам в случае ядерной войны? Да ладно вам, мы же все умрем. Вы должны вести себя так, будто никакой ядерной войны никогда в мире и не может случиться. И сохранять здравый ум и рассудительность, даже когда все вокруг считают, что этому миру настанет конец. Будьте к этому готовы. А знаете, кто остается в такой обстановке в выигрыше? Тот, у кого есть деньги. Вот почему так важно иметь резервные средства. Не деньги, которые будут лежать без дела, а те деньги, которые сделают вас богатыми, когда у всех вокруг начнется паника. Каждый раз, когда случается кризис, многие люди становятся богатыми, потому что все выставляется на продажу. Люди продают произведения искусства и раритет за 20% от их реальной стоимости. Люди продают дома за полцены. Когда весь мир в панике, тогда и нужно покупать все это. Так что у вас должна быть стратегия для таких событий. Девятое правило. Следите за крупнейшими инвесторами, но делайте это без фанатизма. Например, прочитайте все труды Уоррена Баффета, абсолютно все до единой. Прочитайте все книги, которые он советует. Таким образом вы поймете его образ мышления и его мировоззрение. Например, некоторые люди спрашивают, почему Уоррен Баффет потратил $35 миллионов на покупку серебра. Он остается верен своему подходу. Следите за такими людьми. Итак, 10 правило называется «Играйте в свою игру и не смотрите на других». Многие создают себе проблемы из-за этого. Допустим, в игре на удвоение вы находитесь на этом уровне. Ваш друг находится на этом уровне. Продолжайте удваивать свои деньги. Не нужно смотреть на вашего друга, потому что на его уровнях
а его уровень на 4 выше, чем ваш, действуют совсем другие правила. Сосредоточьтесь на своей игре, иначе вы потеряете деньги, если будете делать так, как делают эти парни на этих уровнях. Понимаете, о чем я? А вы не хотите их терять, вы хотите их удваивать. Поэтому сосредоточьтесь на своей игре, сосредоточьтесь на своей стратегии, сосредоточьтесь на своих временных рамках, сосредоточьтесь на своей рискоустойчивости и играйте в свою игру. Высшей целью могут быть не миллиарды долларов. Вам не нужно ставить себе цели стать мультимиллионером. Допустим, вы однажды хотите, чтобы у вас на счету оказалось 2 миллиона долларов. Отлично, начинайте играть в свою игру, но не надо постоянно сравнивать себя с другими, окей? Итак, это были 10 правил жизни. Итак, это были 10 правил денег. Я надеюсь, что данная информация принесла вам пользу. Подписывайтесь, ставьте лайки и ожидайте следующие видео. Пока-пока.